Привет, друзья, с вами Лада. В этом видео будем плести летучую мышь из газетных трубочек. Такую мышку мы плели совсем недавно на одной из прямых трансляций. Я учла все нюансы, все ошибки, которые там допустила, и в этом видео предлагаю вам подробный мастер-класс по ее плетению. Плету я из газетных или бумажных трубочек. Их я кручу сама на тонкую спицу из чистой газетной бумаги и специальным образом обрабатываю их, для того, чтобы они были в плетении гибкими, пластичными. В описании под видео я оставляю все ссылки на видео, где я показываю эти процессы очень подробно. Также в описании под видео я оставляю ссылку на видео, где я показываю, как покрасить эти трубочки в черный цвет. Помимо бумажных трубочек мне еще понадобится флористическая проволока. У меня небольшой размер 0,55 мм в диаметре. Она мне нужна для того, чтобы сделать конструкцию летучей мышки и ее крыльев более гибкой. Также я заранее на листе бумаги нарисовала форму и размер будущего крыла летучей мыши. Вырезала и по этой форме обвела на листе бумаги с двух сторон. Именно по этим эскизам буду плести будущие крылья мышки. Начинаю работу. В одну из трубочек я вставляю проволоку и разделяю ее на две неравных части. Одна часть, самая маленькая, пойдет на плетение головы, другая на туловище. Беру следующую трубочку, разминаю ее в пальчиках, чтобы она была мягкой при плетении и податливой. И беру тот отрезок трубочки с проволокой, который у меня пойдет на плетение головы, самый маленький. Его я формирую вот в такой полуовал. И начинаю трубочкой оплетать всю эту конструкцию, располагая ее сзади и выводя концы наперед. И как бы плетя все время на себя и от себя вовнутрь, одновременно двумя концами. То есть я как бы плету ситцем, но в то же время у меня две рабочие трубочки. Этот момент плетется очень легко. И здесь важно еще понимать, какого размера голову вы хотите сплести мышки. У меня мышка будет небольшая, поэтому где-то витков 4 с каждой стороны мне хватит. После того, как я проплела 4 витка с каждой стороны, я заканчиваю плетение, трубочки у меня уходят вовнутрь, и я очень хорошо подтягиваю конструкцию, которая получилась, для того, чтобы эти трубочки закрепились в своем месте. Там, где у меня было начало плетения, расходится этот круг. Там у меня располагаются ушки летучей мыши. Я обрезаю эти трубочки под наклоном. И так как в трубочках у меня вставлена проволока, их можно гнуть как хочешь. Можно их вообще расставить немного в стороны. Ну, это по вашему желанию. А там, где у меня закончилось плетение и трубочки спрятались вовнутрь, я тоже обрезаю, но оставляю небольшой такой треугольничек. Это у меня зубки летучей мыши получаются. Так, голова мышки готова. Сейчас приступаем к туловищу. И оно должно быть соединено вместе с головой мышки, для того, чтобы это была целостная конструкция. Мы берем тот отрезок трубочки с проволокой, который у нас остался, более длинный, и сейчас я его продеваю вот таким образом, как на видео, внутрь головы мышки. Получается на изнаночную сторону. Вот такая целостная, можно сказать, конструкция у нас получается, и сейчас эти две трубочки превратятся в туловище мышки. И плету я это тельце точно так же, как и плела голову. Единственный момент, что когда я плела голову у мышки, я плела достаточно равномерно и сужала уже в конце плетения. Ну а здесь я немного тельце расширяю, то есть чтобы получился такой небольшой животик у мышки, а затем все это дело сужаю. Ну вот такое тельце у мышки получилось, согласитесь, плетется очень легко. Здесь у меня в общей сложности получилось 11 витков вместе с верхним. Так как в основных трубочках, стойках у нас вставлена проволока, то здесь конструкция у нас получилась достаточно гибкой, и даже можно поднимать и опускать голову у мышки или даже наклонять в сторону. Пока я эти трубочки, которыми плела тельце, не обрезаю, обрежу их чуть попозже, сейчас приступаю к плетению крыльев. Для крыльев я уже подготовила несколько трубочек с проволокой, и сейчас я показываю как раз на туловище, что я пропускаю где-то 2 витка справа и 2 витка слева, и в эти места я вставляю эту трубочку с проволокой. Получается, что точно так же я делаю, как и до этого я вставляла в конструкцию головы трубочки для плетения туловища. Здесь я вставляю это следующим образом. С лицевой стороны я вывожу эту трубочку на изнаночную сторону. Но можно и наоборот, как вам удобно. А вторую трубочку с проволокой я вставила точно таким же образом, пропустив 6 рядов справа и 6 рядов слева. И уже на этом этапе я основательно подрезала рабочие трубочки, которыми плела тельце, чтобы они мне не мешались.
Начинаю плести крыло мышки. И сейчас, как вы видите в этом кадре, я конструкцию мышки положила на эскиз. И получается, что у меня одна рабочая трубочка и вторая являются боковыми стойками в плетении крыла. На крыле сделала дополнительную разметку, дополнительно дорисовала, можно сказать, две стойки в середине, чтобы ориентироваться по ним. И сейчас я начинаю одной рабочей трубочкой плести, оплетать всю эту конструкцию. И делаю я это следующим образом. У меня эта рабочая трубочка очень плавно переходит еще и в одну стойку, вот таким образом, как на видео. То есть я один конец оставляю длинный на стойку, и другим концом я начинаю оплетать всю эту конструкцию. И по ходу дела я добавляю еще одну трубочку. Получается, что из нее у меня образовывается еще одна стойка. Да, здесь получается, что один конец этой добавленной трубочки уходит для стойки для плетения одного крыла, а второй конец у меня уходит для стойки для плетения второго крыла. Вот так постепенно стойки у меня образовались, и сейчас я плету обычным ситцем, оплетая эти стойки, и обязательно слежу внимательно за боковыми стоечками, чтобы они повторяли форму моего эскиза. Здесь у нас получается такой момент, что нам нужно сделать уголок у этого места на крылышке и видоизменить боковую стойку. Делаю я это следующим образом. Я плету последний виток здесь и отставляю очень хорошо назад эту боковую стойку, ее очень плавно изгибаю, вот таким образом, как на видео. И продолжаю плетать всю эту конструкцию обычным ситцем, но у нас уже боковая стойка получается очень-очень близко расположена к соседней стойке. И я продолжаю ее в таком положении оплетать. Здесь у меня происходит у боковой стойки небольшое расширение. Я обязательно сверяюсь со своим эскизом, как бы плету по нему. То есть я очень внимательно слежу за тем, чтобы боковые основные стойки полностью повторяли те линии, которые я нарисовала на эскизе. Здесь мы также подошли к следующему моменту формирования уголка у крылышка. И здесь я делаю последний виток у боковой стойки и оставляю ее. Все, она нам больше не нужна, мы ее потом обрежем. И получается, что соседняя стойка у нас становится боковой. И я ее уже оплетаю в соответствии с теми линиями эскиза, которые я нарисовала. В этой серединной трубочке, которая у нас сейчас стала боковой, нету проволоки. Ну и в принципе это и не нужно. Она не является основной боковой трубочкой, которая держит основу крыла, поэтому с этим нет проблем. А вот здесь в этом моменте я вижу, что плетение у меня идет неравномерно, то есть нам его с правой стороны нужно немного поднять. И поэтому я сейчас плету укороченные ряды на двух стойках, третью не трогаю. И уже на следующем ряду я плету уже вместе с третьей стойкой. Получается, что я при помощи укороченных рядов приподнимаю немного по рядам плетения в правой части. В этом плане укороченные ряды очень даже помогают. Там, где нужна какая-то нестандартная форма, где-то поднять, где-то опустить, то укороченные ряды в самый раз. Так получается, я проплела два укороченных ряда через каждый ряд. И здесь у меня приблизительно плетение уже сравнялось. И плету последний ряд у крылышка. Последний ряд выглядит у меня следующим образом. Укороченные ряды на двух стойках. Далее делаю виток на самой боковой стойке. И перехожу уже к следующей боковой левой стойке. И там прячу рабочую трубочку. Все, крылышко готово. Ну а теперь, как только все это сплетено, я обрезаю трубочки, стойки, которые торчат. Второе крыло я плету точно так же, ориентируясь, конечно, на первое крыло, чтобы все было симметрично, считаю витки и обязательно плету по тому эскизу крыла, который нарисовала. Ну вот и получилась такая забавная летучая мышка из газетных или бумажных трубочек. Подкрасила белой краской ей глазки и зубки, и она стала прям как настоящая. Я очень надеюсь, что эта мышка, это видео вам понравились и мастер-класс окажется полезным. Обязательно ставьте лайки и делитесь видео в соцсетях, вы этим меня очень вдохновляете. Подписывайтесь на канал, здесь вы найдете вдохновение, и жмите колокольчик рядом, тогда вы точно ничего не пропустите и будете в курсе выхода новых видео и трансляций. Легкого плетения, друзья, увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!